Здравствуйте, мои дорогие зрительницы, рукодельницы. Меня зовут Елена Ермина, и я рада вас приветствовать. Сегодня хочу сделать анонс на будущий мастер-класс. Показать вам замечательную модель. Это модель 2 в 1. А что будем вязать? Досмотрите, пожалуйста, видео до конца. На моем канале мы вяжем несколько проектов крючком и спицами. Вот эту работу «Райская птица» жакет крючком я отложила, так как жакет я постирала. И для того, чтобы продолжить снимать для вас мастер-класс, дожидаюсь, пока он полностью высохнет. Ссылка на мастер-класс, все части смотрите в описании под этим видео. Если вы еще не присоединились к вязанию, то обязательно присоединяйтесь. Буквально недавно я вам показывала, вот сейчас я нахожусь на своем канале в разделе видео, и показывала вам варианты накидок, пончо. Все эти модели связаны крючком и спицами. Если вы не посмотрели видео, посмотрите. Ссылку на разные варианты пончо я вам оставлю в описании под этим видео. Проходите, смотрите, вдохновляйтесь, может быть, найдете для себя что-нибудь интересное. Также в комментариях вы меня попросили, чтобы я сняла мастер-класс по вязанию пончо, особенно крючком. Я знаю, что вы очень, так же как и я, любите вязать крючком. Буквально вчера на просторах интернета я нашла замечательную модель. Это модель 2 в 1. Посмотрите, какая оригинальная вещица. Джемпер, пончо. Данная модель связана крючком. Мне кажется, смотрится интересно, необычно. И вчера вечером я начала вязать. Довязываю вот эту одну половинку. И потом уже покажу вам, как сниму мастер-класс, как вяжется данная модель. Посмотрите, как вид сзади здесь получается. Ажурные рукава и использован плотный узор для переда, спины. Узоры легкие. Вяжется, в принципе, вязание несложное, но самое главное разобраться. Направление вязания джемпера пончо снизу вверх. Значит, от центра начинаем. Вяжется сначала вот это полотно, потом вяжутся также снизу рукава. Рукава можно присоединить к общему полотну джемпера, а можно, наверное, скорее всего, я так и буду делать, вязать сразу. То есть рукав, два рукава и присоединять в процессе вязания к детали переда и спинки. А каким образом я это буду делать, смотрите мастер-классы на моем канале. Проверьте, включен у вас колокольчик на все виды оповещений или нет, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. Вот такую оригинальную вещицу джемпер пончо мы будем с вами вязать. Если вам понравилась модель, напишите мне, пожалуйста, будете вы вязать или нет, и поставьте же, конечно, пальчик вверх, класс. Посмотрим с вами, сколько желающих будет присоединиться к совместному проекту. Название я еще не придумала. Сейчас вам хочу показать пряжу, из которой я вяжу, потому что когда будет мастер-класс, я уже не буду останавливаться на обзоре модели и не буду давать информацию по выбору пряжи. Будем сразу же начинать вязать, как говорится, без лишних слов. Значит, сначала я выбрала пряжу вот такую. Это Rose Garden от Янарт. 100% мягкий хлопок. 250 грамм, 1000 метров. У меня в наличии два цвета по 2 мотка. Из одного цвета хочу связать летнее платье, такое, знаете, легкое, струящееся. Потом, не знаю, когда еще сделаю мастер-класс, но обязательно мы с вами его свяжем. Я уже придумала модель.
И вот из этого цвета хотела связать джемпер пончо. Уже начала вязать, если честно, мне не понравилась пряжа, потому что в процессе вязания вот эта нить, она расслаивается, какие-то образует, знаете, вот как ниточка расщепляется на несколько, и кажется, что полотно выглядит немножко в затяжках. То есть здесь постоянно приходится следить, чтобы ниточка ложилась в узор ровно. А я люблю вязать, знаете, как говорится, под сериал, какой-нибудь интересный фильм, и не смотреть, что я вяжу, а знаете, как механически вязать и при этом смотреть фильм. А при вязании этой пряжи приходится присматриваться, ровно ли ложится узор. Вот видите, вот чтобы вам нагляднее показать, вот такие петельки образуются. Потому что как-то, я не знаю, не очень-то я подружилась с этой пряжей. Попробую вязать спицами. Но когда я ее заказывала, в отзывах было написано, что при вязании спицами она дает перекос. Правда или это нет, надо проверять. Будет практически. Так, на ощупь по тактильным ощущениям пряжа мягкая, приятная, но скорость вязания, конечно, уменьшается. Это мой небольшой отзыв об этой пряже. Многие из вас, наверное, уже вязали, она вам очень нравится. Также я рассматриваю вариант, если вязать из теплой пряжи, например, от Alize Angora Gold Ombre Batik. У меня есть две расцветки. 80% акрил, 20% шерсть состав пряжи. Метраж в 150 граммах, 825 метров. Цвет 7302. И решила, может быть, свяжу второй вариант, как, если понравится, ну, изменю узор. Будет у меня теплый вариант. А так я заказывала вот эту пряжу для конкретной модели. Хотела вязать джемпер крючком. Тоже такая, знаете, модель оверсайз. От этой идеи я не отказываюсь. Осень длинная, зима длинная, свяжем. И выбрала я вот эту пряжу. Она мне очень нравится. Название пряжи Бегония от Янард. Сразу же скажу, что эта пряжа не из дешевых, но отличная, мне кажется, по качеству. Я еще не вязала из этой пряжи, решила попробовать, но у меня связано очень много образцов. Когда я для вас снимаю мастер-классы, люблю вязать вот образцы узоров именно из этой пряжи, так как вяжется из нее. Просто легко, узор при вязании вам хорошо виден. Оставила эту пряжу, хотела связать вместе с вами жакет. Но решила начать с пончо, а для жакета, наверное, выберу какую-нибудь другую пряжу, может быть, повторю и закажу пряжу Бегонию только в другом цвете. Вот эта пряжа Бегония, мне кажется, она идеальна для вязания, чтобы связать жилет, кардиган, жакет, пончо, джемпер. А вот для ажурных каких-то нежных кофточек, топиков она, мне кажется, не подойдет, потому что узоры все-таки, на мой взгляд, кажутся для лета плотные. А вот для жакета кардигана пряжа, конечно, идеальная. Посмотрите, мне она очень нравится. Вот если вы не знаете, из какой пряжи вязать летний жакет, то присмотритесь вот к этой пряже. У меня всего лишь одна упаковка. Берегла. Решила связать какую-нибудь стоящую вещь. И все-таки решила попробовать начать вязать пончо джемпер. Надеюсь, вам моя идея понравилась. Буквально, скорее всего, на следующей неделе я вам покажу результат своего труда. Вы можете посмотреть, оценить. И потом уже, когда буду вязать вторую деталь, допустим, я еще не определилась, что я вяжу перед либо спинку, тогда уже начну для вас снимать мастер-класс. И вы присоединитесь к вязанию. Вяжется несложно.
просто, очень быстро, но тут надо разобраться с принципом вязания и, конечно же, подогнать вот эти все узоры под свой размер. Рассказала вам о своих планах, идеях и о новом процессе, который скоро вы увидите. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Особенно благодарность выражаю своим зрительницам, которые смотрят всю рекламу от начала до конца, не пропуская. Спасибо вам огромное. И, конечно же, благодарю вас, что вяжете вместе со мной и смотрите все мои видео каждый день. А я снимаю для вас мастер-классы, стараюсь снимать каждый день и также делюсь с вами творческими идеями. На этом у меня все. Спасибо за внимание. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока. До завтра. Заходите в гости. Жду вас завтра у себя на канале.